Всем добрый день, с вами Татьяна. В сегодняшнем видео хочу вам показать, как я буду вязать вот такие вот тапочки, следочки, связанные спицами. Вязать буду спицами номер 2,5, сейчас сразу скажу. Значит, на размер 38-39. С размером они хорошо растягиваются, эти тапочки. Если будет у вас размер меньше, по длине вот эту вот часть уменьшим на пару рядов, и по подошве пару петель меньше сделаем. И точно так же, но при моем метраже, если у вас будет размер больше, немножечко вот эту вот часть по длине увеличим, и по подошве на пару петель тоже увеличим. Вязать я буду, пряжа у меня акрил стопроцентный, в 100 граммах 250 метров. Вот такая вот турецкая марка. Значит, спицы назвала, вот такие вот остаточки, остаточки ниточек подобрала. Жаккард, плотненько получается. Сейчас я даже вот их сниму, чтобы можно было их просмотреть, как они выглядят. Вот такой вот следочек получается, вот такой вот. В процессе вязания я буду замерять ширину, высоту. Вот смотрите, от мыска весь тапочек вам промеряю, 24 сантиметра полностью весь. И по ширине 9. Переходим к вязанию сразу. Значит, на спице сейчас буду набирать петли, но перед вязанием я весь мысок постараюсь провязать попетельно вот этот вот узорчик. Кто разбирается сам, сейчас сразу вот вяжу я по такой схеме. Вот это вот перерисовала схему, потому что есть готовая схема, но я немножечко рядов добавляла. В готовой схеме там было по одному ряду, я по 2 добавила, поэтому пришлось мне ее перерисовывать. Можете ее сразу заскриншотить. Кому легко вязать по схеме, вяжите по схеме. Кому трудно вязать по схеме, присоединяйтесь ко мне. Так, схему показала. Теперь начнем вязание с мыска. Сейчас на спице я наберу 18 петель. Обычным способом наберу 18 петель и первый ряд провяжу все лицевыми. Набираем 18 петель и первый ряд провязываем все лицевыми. Провязала 18 петель, набрала, провязала лицевыми. Так, теперь сейчас я буду делать добавки. В каждом лицевом ряду у меня будет по 4 добавки. Теперь смотрите, 4 петельки отсчитываем вместе с кромочной. Провязываю лицевыми. Мысок буду вязать платочной вязкой. Буду вязать все лицевыми. 1, 2, 3, 4 петли провязала. 1 накид, добавка. Теперь 1 петелька лицевая. Она у нас по лицу будет провязываться лицевой, по изнаночной стороне будет провязываться изнаночной. Вот она, проходит она у меня лицевой. Это для чего я ее оставила лицевой, чтобы было понятно, перед этой лицевой петлей будем делать добавку, и после нее тоже будем делать одну добавку. Вот так вообще-то можно ее провязывать тоже платочной вязкой, но чтобы не запутаться, поэтому я оставила лицевой. Значит, 4 петельки провязали, сделали одну добавку, 1 лицевая, опять 1 добавка. Теперь провязываем 8 петель средних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять делаем одну добавку. 1 лицевая. Опять 1 петельку добавляю. У меня осталось 4 петли. Провязываю их платочной вязкой, буду вязать. Последнюю петельку тоже буду вязать лицевой. Переходим на изнаночную сторону. Здесь вяжем по узору. Только вот это вот между двумя накидами, добавками, эту петельку провяжу изнаночной. Остальные все вяжем лицевыми. Все вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Вот у нас добавка наша 5. Между добавками у нас идет изнаночная. Средняя часть опять у нас лицевые. И опять провязываем 1 изнаночную, остальные лицевыми. Так вяжем до конца ряда. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем
точно так же вязать. Все вяжем лицевыми и делаем по 4 добавки, получается. Теперь у нас сколько здесь получалось? 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, добавили одну. Между ними идет одна лицевая. Провязали. Опять добавили одну петельку. Средняя часть у нас в первом ряду была 8, 10. Добавку сделали. Теперь средние провязываем тоже лицевыми. Опять потом делаем одну добавку. Одна лицевая и одна добавка. И последняя у нас, сколько там, 5 петель осталось. Так, вяжем до конца ряда, расширяем. Буду расширять, пока у меня не будет 50 петель на спице. А потом перейду к узору. Так, вот у нас лицевая. Перед лицевой мы делаем одну добавку. Лицевую провязали. Опять добавила. И последние 5 петель провязали. Переходим на изнаночную сторону. Все вяжем платочной вязкой. Я вяжу лицевыми. Лицевую петлю, которая у нас была между накидами и добавками, по изнанке мы провязываем изнаночной. Так, вяжем, расширяем. Сейчас я расширю до 50 петель, к вам вернусь. Расширила я мысок. На спице у меня 50 петель, значит, по зубчикам, по вот этим вот рядам, если посчитать, получилось у меня 8 зубчиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Последний ряд, когда набирала, делала прибавки, по изнанке вернулась, все изнаночными петлями провязала. Теперь следующий ряд начну вязать узор сейчас. Белым цветом первый ряд у нас будет идти. Будем вязать сейчас по схеме. Значит, первый ряд у меня будет начинаться. Вот 2 основным цветом, 1 белым. 2 основным цветом, 1 белым. И так будем идти до конца ряда. Так провяжу первый ряд. Так, первое снимаю. Одну лицевую провязала. Одна белым. Одна основным цветом у меня это сиреневый. Ой, 2 основным цветом, да? 1 белым, 2 основным цветом. 1 белым. 2 сиреневым. 1 белым, 2 сиреневым. Так идем до конца ряда. Вяжем. Провязала я, пришла в конец ряда. В конце у меня осталось 2 петельки сиреневым. Теперь переходим на изнаночную сторону. Вяжем по узору. Первую снимаю. Первые 3 петли провязываю сиреневым. Основным цветом 1, 2, 3. Далее 1 белым, 1 сиреневым, 1 белым. Опять 3 основным цветом. 1, 2, 3. Чередуем. Теперь опять 1 белым, 1 основным цветом, 1 белым. И опять 3 основным цветом. Так будем чередовать, вяжем до конца ряда. Так, что у нас здесь на лицевой стороне? Так, первые мы провязали над белой 3 основным цветом. Потом мы чередуем белая, сиреневая, белая. Опять 3 основным цветом. Опять чередуем. Так идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Заканчиваю я. У меня 1 белым, 1 основным, 1 белым. И последняя петелька, я ее тоже провяжу белой. Потому что дальше у нас будет идти белый цвет. Ну, немножечко фиолетового, еще сиреневого будет. Так, теперь перешли на лицевую сторону. И последний ряд этих треугольников, смотрите. Вот у нас 3 петельки основного цвета есть. Среднюю мы будем одну провязывать основным цветом. Остальные все будем вязать белым цветом. Среднюю петельку фиолетовую одну будем провязывать основным цветом. Так, значит, что у нас здесь в начале? Первую снимаем, вяжем белым. Сейчас все провязываем белым.
Вот у нас 3 петли основного цвета. Одну провязываю белым, среднюю провязываю основным цветом, у меня это сиреневый, и третью тоже белым. Далее 3 петли, которые мы чередовали белый, сиреневый, белый, провязываем их белым цветом все. Так что у нас здесь 3 петли идут, среднюю провязываю сиреневым, остальные провязываю белым. Среднюю провязала сиреневым. Все, так будем чередовать до конца ряда. Вот так вот у нас угольничек закончился. Так, вяжем. У нас получается, что у нас здесь получается? 5 белым, 1 фиолетовым, сиреневым. 5 белым, 1 основным цветом. Так, вяжем 5 белым теперь. 1, 2, 3. Нить здесь перебрасываю. 4, 5. 1 фиолетовым. Все, опять 5 белым, 1 фиолетовым. Так идем до конца ряда. Заканчиваем ряд. Провязали 5 белых, 1 основным цветом. 5 белых, 1 основным цветом. Переходим на изнаночную сторону. По изнаночной стороне вяжем все белым цветом. И еще один ряд белым проходим по лицевой стороне. 2 ряда провяжем белым цветом. Перешли на изнанку, все вяжем белым. Провязала 2 ряда белым. Теперь переходим на изнаночную сторону. И по изнаночной стороне будем вязать 1 красным, 1 белый, 1 красный, 1 белым. Провяжем так 1 ряд по изнаночной стороне. По лицевой 1 ряд белым. По изнанке 1 ряд опять белым. После красного провяжем 2 ряда белым. Так, значит, сейчас перешли на изнанку. Вяжем 2 белых, провяжу, чтобы тут не было дырочки. 1 красный, 1 белый, 1 красный, 1 белый. Так дойдем до конца ряда. Следом провяжем 2 ряда белым. И потом будем вывязывать цветочки. Так, с этим понятно. Вяжем красный, белый, 2 ряда белым. Провязала 2 ряда белым. Теперь далее опять идем по схеме. 1 зеленым, 5 петелек белым, 1 зеленым, 5 петелек белым. Значит, так будем вязать сейчас. Зеленую ниточку подвязали. Первую снимаю. Так, 3 петли провяжу здесь белым. 2, 3. 1 зеленым. Далее 5 белым. 1 зеленым. И так будем вязать до конца ряда. 1 зеленым, 5 белым, 1 зеленым, 5 белым. 1, 2, 3. Нить перебрасываю здесь. 5 белым провязала. 1 зеленым. 5 белым, 1 зеленым. Вяжем. Ой. Провязали до конца. Теперь поворачиваемся на изнанку, разворачиваемся по изнанке. Вот перед одной зеленым мы провяжем 2 петли зеленым, потом 1 белым, дальше 1 зеленым, 2 белым. Так вот, провязываем. Перешли на изнаночную сторону. Вот у нас зеленая петелька, перед ней провяжем 2 петли зеленым цветом. Так, это у нас была первая, перед ней 2 петельки. Перед зеленой 2 петли зеленым. Так, 1, 2, 1 белым, 2 зеленым, 1 белым. Над зеленой провязываем белую. 1 зеленым. Все, провязали.
Вот у нас что у нас получается. 2 зеленых, белая, 1 зеленая. Так, далее 2 белым. 1, 2. Опять 2 зеленым, 1 белая, 1 зеленым. 1, 2. Над зеленой петлей провязываем, ракурс падает из-за тетради. 2 зеленым провязали. Над зеленой петелькой провязываем 1 белым. И следующая 1 зеленая. Опять 2 белым. И повторяем. 2 белым. 2 зеленым. Над зеленой петелькой провязываем белую. И 1 зеленая. Так вяжем до конца ряда. Так, что у нас здесь по лицу? Вот так вот по лицу выходит. Вяжем. Довязали ряд до конца. Больше зеленый цвет нам не понадобится. Потом вот эти вот 2 ниточки свяжем. Закрепим. Теперь сейчас будем вязать цветочек. Красный цвет поднимаем. Переходим на лицевую сторону. Следующий ряд. Что у нас здесь получилось? Спицы одна была побольше взять. Ну вот так вот у нас типа листики провязали. Так, теперь вяжем дальше. Белый и красный у нас будут идти. Первую снимаю. 1, 2 провязала. Тоже тут. Так, теперь что у нас? Вот над белой клеткой начинаем, над белой петелькой начинаем вязать красным цветом. Сейчас будет у нас 2 петли красным идти. 2 красным провязываем. 1, 2 провязали. Над белым красным и над зеленым красным. 2 красным, 4 зеленым. Ой, 4 белым. 1, 2, 3, 4. И опять 2 красным. 4 белым. 2 красным, 4 белым. Так идем до конца ряда. Один, 2, 3, 4 белым провязали. Опять 2 красным. Вяжем так до конца ряда вяжем. Не всегда успеваю посмотреть и в экраны на вязание, поэтому если уж где-то ракурс сбился, извиняйте. Стараюсь исправиться, следить за этим. Продолжаем так вязать до конца ряда. 2 красным, 4 белым. Довязали до конца ряда. Переходим на изнаночную сторону. Теперь над 2 красными будем вязать 4 красных. 1, 2, 3, 4. Между ними 2 белых. Опять 4 красных, 2 белых. Так мы будем вязать по изнанке. Перешли на изнаночную. Так, первую сняла. 1 провязала. Далее 4 красным. У меня это вишневый, но я на него говорю красный. 1, 2, 3, 4, 2 белым. Так вяжем до конца ряда, чередуем. 4 красным, 2 белым. Перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать дальше. Так, теперь первую сняли. Так, 1 провязала. Теперь что у нас? Цветочек. 2 красных будем вязать, 1 белую и 1 красную. Между ними 2 белым. Так, вяжем 2 красным, 1 белым, 1 красным. Между цветочками 2 петли белым цветом. Так вот провязали. Опять 2 красным, 1 белая, 1 красным. 1, 2, 2 красным провязали, 1 белым, 1 красным. Между ними 2 белым провязываем. Так идем до конца ряда. Так вот. Вяжем.
Довязали, переходим на изнаночную сторону. Над каждым цветочком теперь средние 2 петельки будем провязывать красным цветом. Между цветочками у нас будет по 4 петли белым. Так, вяжем первую, снимаю. Одну провязала. Первую цветочек 4 петельки. Первую провязала белым. Средние 2 провязываю красным. 2 красным провязала. 4 белым. 1, 2, 3, 4 белым. 2 красным. Средние 2 петельки провязываем красным цветом. Так идем до конца ряда. 4 белых, 2 красных. 4 белых, 2 красных. У нас здесь по лицу. Заканчиваем. Это последний ряд у нас цветочка получается. Вяжем до конца. Закончили. Ой. Да что такое, ну. Закончили вязать цветочек. Камеру низко опустила и бахкаю по ней. Теперь, что мы будем делать дальше? Смотрите, мы пришли на лицевую сторону. У нас здесь белая ниточка, да. Следующие 2 ряда. Лицевой, изнаночный. Провяжем белым цветом. Опять у нас идет повтор, так как был внизу. 2 ряда белым, 1 ряд чередуем белый с красным и опять 2 ряда белым. Это провяжем сейчас самостоятельно, потом начнутся треугольнички, я к вам опять вернусь. Сейчас вяжем 2 белым, 1 белый, красный и опять 2 ряда белым. Вот сейчас будем повторять то же самое, что было вот перед цветочком. Вот, можно даже на низ смотреть, и точно так же сейчас продолжаем вывязывать. Значит, вяжем 2 ряда белым, потом красный с белым будем чередовать. Так, с этим разобрались. Вяжем. Так, закончила я, провязала вот 2 последних ряда белым цветом. Теперь переходим на изнаночную сторону. Мы когда вязали основным цветом, у нас с изнаночной стороны оставалась нить. Я ее вот провела наверх. Теперь сейчас я сиреневым цветом буду вязать по изнанке. Что мы дальше будем делать? Точно так же, вот как вязала вот эти вот внизу треугольники, вот эти вот. Сейчас точно так же смотрим на низ и точно так же будем провязывать ряд вверху такой же. Смотрите, вот тут у меня начиналось, например, у меня 1, 2 петли белым, 1 сиреневым, далее 5 белым, 1 основным цветом, 5 белым, 1 основным цветом, 5 белым, 1 основным цветом. Переходим на лицевую сторону, опять 2 ряд, вяжем, как здесь у нас было, 3 основным цветом, белое, основной цвет, белое, 3 основным. Смотрим вниз и точно так же вяжем верхнюю часть. Значит, сейчас я начинаю 1 основным цветом, 5 белых. Так, перед ней у меня 1, 2 петельки у меня было. Чтобы они вот эти вот верхушки, вот 1 основным цветом, да, вот так вот. Идете вот по ряду. Это кто жаккардом вяжет первый раз. Ага, вот она. Значит, здесь должна быть у нас 1 основным цветом. Чтобы они вот так вот друг с другом совпадали, вот эти вот уголочки. Так, вяжем. Так. 1 петелька основным цветом, 5 белых, 1 основным цветом, 5 белых. Так, вяжем до конца. Здесь получится у меня большая протяжка. Когда буду идти по лицевой стороне, я эту ниточку подхвачу потом. Так, 5 белым, 1 основным цветом, 5 белым, 1 основным цветом. Так, вяжем до конца ряда. Так, теперь повернула. Что у меня? Вот основной цвет. Идем вниз. Вот она совпала у меня. Так, провяжем сейчас вот эти вот угольники. Я их провяжу, потом вернусь и закончим мысок несколько рядов, еще провяжем сиреневым цветом. Вяжем, заканчиваем треугольники. Точно так же, как мы вязали внизу, точно так же вяжем вверху. Закончила вязать вот эти вот угольнички. Смотрите, все совпадает. Каждая петелька, как внизу, точно так же в зеркальном отражении вверху. Теперь вернулась на лицевую сторону. Далее белую нить не обрезаю. Она мне нужна будет потом на боковые стороны. Мы ее просто проведем
когда буду вязать сейчас ряды, буду ее перебрасывать, вязать. Далее я буду вязать все сиреневым цветом, однотонным цветом. Провяжу сейчас 3 ряда лицевой, изнаночный, лицевой. Потом по изнаночной стороне провяжу ряд лицевыми, на болточную вязку перейду. Провяжу вот потом пару рядов еще лицевой, изнаночный. И буду делать разъем. Значит, довяжу этот мысок до конца, замеряю его в сантиметрах. Где-то 11-12 сантиметров вот так вот должно у меня получиться, насколько я помню. В готовом изделии замерять не буду. Так, сейчас что делаю? Все вяжу лицевыми. Значит, лицевой ряд провяжу по лицевой этой вот стороне, по изнаночной стороне еще один ряд, и еще один ряд провяжу по лицевой стороне. Потом по изнанке начну вязать платочкой, тоже лицевыми петлями. В общем, теперь вяжем все основным цветом, довяжем до разъема, провяжем желаемую нужную высоту. Кому-то покороче, кому-то подлиннее. Ну, я иногда как скажу что-нибудь, господи. Ну, вы поняли, о чем я говорю. В общем, мысок. Кто хочет мелкий, кто хочет более высокий. Поэтому вот ориентируйтесь по своему, опять же, размеру. Так. Вяжем сейчас все основным цветом, провяжем нужную нам высоту, встретимся. Провязали нужную нам высоту мыска. Я после узора вот провязала еще 3 зубчика, получилось у меня платочной вязки, 5 рядов. Закончила все по лицевой стороне. Так, теперь что сделаем? Давайте это дело замеряем. Мысок у меня получился, ну вот почти 11,5 сантиметров в высоту. И ширина, как бы тут его это вот замерить, это все дело. Ширина 17,5 почти. Так, теперь каждую половинку я буду вязать 22 петли. Посередине на разъем у меня будет 6 петель. Так, сначала свяжу одну половинку, потом перейду ко второй. Теперь сейчас буду вязать, и вот через каждые 2 ряда буду провязывать вот такие белые мушки. Чередовать будем через 3 петельки, через 2 ряда, посередине будем опять провязывать одну такую белую точку. Так, что мы первую снимаем? 1, 2, 3, 1 белым. А ну посмотрю, 1, 2, 3, правильно. Все вяжу лицевыми. Так провяжу 22 петельки. 1 белым, 3 основным, 1 белым, 3 основным цветом. Так, 3, 1 белая. Так, идем до конца ряда, вяжем. Так, что у меня здесь осталось? 2 петельки осталось. Все провязываю лицевыми. Последнюю тоже лицевой. Вот так вот. Провязала, развернулась. Эти петли пусть тут так и висят на запасной спице. Первую снимаю и опять продолжаю все вязать лицевой. Белый над белым, основной цвет над основным. Все вяжем лицевыми. Следующие 2 ряда провяжем основным цветом лицевыми. Ну, 2 зубчика, я имею в виду, 2 грядочки такие. Потом опять подключим белый цвет, так будем чередовать. Провяжем нужную нам длину боковую. У меня это будет вот по вот этим вот зубчикам, если посчитать. С самого начала до 5 у меня получилось 25 зубчиков. Провяжу до конца, но это на мой размер. Провяжу до конца, замерю это все дело в сантиметрах. Потом перейдем на вторую сторону, потом подошва. Значит, сейчас вяжем первую боковую сторону. Понятно, да? Все вяжем лицевыми. Через каждые 2 ряда белые вот эти вот зубчики меняем местами. Вяжем. Закончила я вязать правую половинку. Закрыла петли. Обрезала нить. По изнанке я закрывала. Так, теперь переходим ко второй половинке кривой. Сколько она у меня получилось по длине? 10,5 сантиметров по длине получилось. Теперь точно так же 22 петли вяжем вторую половинку. Средние 6 петель я возьму вот на запасную булавку, спицу. 3, 4, 5, 6. Когда буду делать обвязку по верху тапочка, я эти петли потом провяжу.
Так, сейчас мы их вот сюда вот забросим. Так, теперь, что у нас здесь? Точно так же теперь вяжем. Вот у меня с чего мы заканчивали, на чем мы заканчивали. 2 основным цветом, 1 белым, 3 основным, 1 белым и так далее. Вяжем точно так же. Смотрим на эту половинку и точно так же вяжем эту. Довяжем до конца, закроем петли, нить обрезать не будем и сразу буду делать, наберу петли. Ну, там я к вам вернусь. Так, 2 провязала, одну белую сразу. Перехожу на основной цвет. 3 петли основным цветом, 1 белая, 3 петли основным цветом, 1 белая. По изнанке вяжем по узору. И далее точно так же вяжем, как мы вязали первую половинку. Так, 1 белая, 3 основным цветом. Сейчас немножко неудобно, вот эта вот штучка мешает немножко. Можно на нитку просто их собрать, а потом, когда будем вязать, перенести на спицу. Сейчас я пойду их перенесу. Так, вяжем точно так же. Все точно так же. Довязываем вторую половинку, заканчиваем, встречаемся. Провязала я вторую сторону. Значит, теперь что я дальше сделала? Закрыла все петельки. Нить не обрезаем. Теперь под петельками буду набирать петли. Полностью по всему следочку сейчас наберу петли. Наберу петли и 1 ряд провяжу лицевыми. Так, первая. По 2 дужками. Набираю. Так, смотрим, чтобы у нас боковые стороны, количество петель совпадало, было одинаковым. Так, по одной набираем петельки. Набрала петли по стороне пятки, у меня получилось 20 петель, здесь по одной пропала. Теперь переходим на боковую часть. Сейчас полностью по боковой части дойдем до мыска, наберем петельки. По мыску точно так же наберем 4, 1, 8 посередине, 1 и 4. Значит, сейчас что делаем? На боковую часть набираем петельки. Опять точно так же продолжаем. Под дужкой вытягиваю петельку. Под 2 дужками ввела и вытянула. Набираем. Дошли до мыска. Набрала по боковой части петли. У меня получилось 48 петель по боковушке, 20 по пятке. Значит, на мой размер 48. Теперь сейчас я здесь наберу 4, 1, 8, 1 и 4. Ага, ну я так посчитала. Так вот, тут надо влезть в самый уголок. Надо было узел не завязывать. 1. 2. 3. 4. Теперь далее 1. Точно так же, как мысок. Это получается 18 петель у меня должно быть. Все, набираем так весь мысок. Наберем вот это вот дело до конца. Перейдем на боковую сторону. Доберем все петельки. Закончим 5 и обратно полностью по всему следочку 1 ряд я провяжу лицевыми петлями. Потом перейду на пятку. Ой, на пятку, ну, извините, на подошву. Потом будем вязать подошву. Продолжаем дальше. Обвязала я весь следочек. Теперь что я сделала дальше? Смотрите, нить мне здесь пришлось обрезать. Я спицы, круговые у меня спицы, перевела. Вот так вот перевела их наперед. Средние 8 петель вот я выделила на подошву. Буду вязать подошву на 8 петлях. Если у вас подошва, не подошва, ножка широкая, например,
после того, как провяжем мысок, можно добрать еще пару петель. Если размер меньше, можно начать с 6. Но 8 нормально выглядит. Поэтому вот начинала я с 8, и подошву я буду вязать на 8 петлях. Так, вяжем подошву обычным методом. Платочной вязкой соединять буду по 2 петельки. Одну с подошвы, одну с боковой спицы. Буду провязывать по 2 петельки вместе. По лицевой стороне буду провязывать изнаночной петлей. По изнаночной стороне буду провязывать лицевой петлей. Так, теперь спицы надо немножко перевести. Я потом буду вязать двумя просто этими спицами, но начало, чтобы было более понятно, взяла на отдельную спицу. Так, вяжем все лицевыми. Последняя петелька. Соединяем. 2 вместе. Провязываю изнаночные. Все подтянула. Перешла на изнаночную сторону. Опять все вяжу лицевыми. И последние 2 вместе провязываю лицевой. Так, последняя петелька. Две вместе провязала. Все, опять развернулись и точно так же вяжу все лицевыми и крайние соединяю. Значит, соединим все петельки до конца, до последней петельки, все вместе. Следите за тем, чтобы вот эти вот белые части совпадали у нас. Ну, если вы правильно набрали количество петель, у вас одинаковое, у вас все должно совпасть. Вяжем. Продолжаем соединять подошву. Так, вот смотрите, провязала я мысок. Вот такой вот мысок получается. Вот так вот. Как его еще показать? Можно в развернутом виде. Вот такой вот мысочек. Так вот. Теперь, значит, если, как я уже говорила, вам есть необходимость прибавить, если вам вдруг будет узковато, примерять лучше, когда довяжем вот до вот этой вот самой широкой части мыска. Тогда будет более понятно. Сделайте 2 прибавки. Значит, пару прибавок. Последнюю петельку провязываем. И одну еще добавляем с боковой спицы. Не 2 вместе провязываем, а просто вот эту вот тоже провязываем с боковой спицы. Вот прибавили одну. И точно так же сделаем с этой стороны. А дальше будем вязать, как обычно, соединять по 2 петельки. Провязываю все лицевыми. Последнюю петельку тоже провязала лицевой. Это по изнанке прибавка у меня сейчас будет идти. Да что ты катишься, ну? И одну добавила вот с боковой стороны. Тоже я провязала лицевой, добавила все. А следующий ряд, просто крайние петельки, будем опять соединять по 2 петли вместе. Одну с подошвы, одну с боковой стороны. Далее вяжем как обычно. Так, все. Одну сняла и далее пошла лицевыми. И закрываю пальцами, но не надо плотно провязать, поэтому приходится вот удерживать количество петель небольшое. Так, и последнюю закрываем. Все. 2 вместе. Провязали. Добавила я 2 петельки, получилось у меня 10. Ну, это же, как я говорю, при необходимости. После мыска можно еще расширить на пару петель. Если же размер маленький, этого делать не нужно. Так, все, девочки, вяжем. Заканчиваем. Доходим до конца, идем. Я к вам вернусь и будем делать обвязку. Заканчиваю я соединять, подошву соединила. Заканчиваю пятку. Что я сделаю вот здесь в конце, не довязывая несколько петель, я по одной петельке убавлю в начале и в конце ряда. По пятке вверху по одной петельке убавлю. Так, одна у меня на спице первая, 2 провяжу вместе, убавила одну петельку и точно так же сделаю в конце ряда. Так, довязываю. Ой, тут петля перекрутилась тут.
распускала, петли попереставляла. Так, предпоследние 2 петельки провязываю вместе. И последнюю, как обычно, соединила 2 вместе. Далее вяжем, как обычно, все лицевыми. Продолжаем соединять боковые петли. Пришла в конец. Вот смотрите, у меня здесь осталась 1 петелька на боковой спице, а здесь осталось 2 петельки на боковой спице. Значит, что я сделаю? Я эти 2 петельки провяжу вместе, соединю, чтобы не было вот эта вот часть пятой выше боковой части. Так вот, 1 у меня вот она соединительная, 2 осталось на боковой спице. Я их здесь провяжу изнаночной. Развернулась, все соединили. Теперь закрываю все петли обычным способом. Вот 2 петельки вместе закрываем. Вот 2 вместе закрываем. И последняя опять. Здесь 1, здесь последняя 2. Я провяжу все вместе. 3 вместе провяжу. Так, все, закрыли. Теперь сейчас по всему следочку наберем петельки. Сделаем такую бейку-обвязку. Она очень хорошо держит весь тапочек. И товарный вид имеет, и выглядит это хорошо. Так что вяжем все вместе беечку-обвязочку. Так, теперь 1 на спице под 2 дужками. Ввожу крючок. Вытягиваю петельку. Подтянули. Ввела крючок, вытянула. Подтянула, набираем петли. Дошли до середины, набрали петли, набираем, то есть теперь вот эти вот средние петли, которые мы на запасную спицу брали, мы их провяжем лицевыми. Эти набрали, они у нас изнаночные, провяжу их лицевыми. Все эти 6 петель провяжу лицевыми и дальше продолжу также набирать петельки. Так, все провязала. Теперь опять по 2 дужки. Подтянули. И продолжаем дальше. Вот 2 дужки, подтянули. Идем так до конца. У меня получится 69 петель, насколько я помню. Немножко многовато. Я потом следующий ряд, сейчас наберем петли. Следующий ряд, 1 ряд пройдем все изнаночными. Когда я буду проходить все изнаночными, я вот с каждой стороны по одной с боковой и одну с пятой я убавлю. Оставлю 66 петель всего лишь. Ну, если вам 69 петель не широко будет, можете оставить 69. У кого сколько получится. Потому что, может быть, меньше у вас получится, может быть, больше. Все, продолжаем набирать петли. И первый ряд пройдем изнаночными. Дальше будем вязать лицевыми. Значит, набираем петли, вяжем. Так, что я сделала? Первый ряд провязали мы все изнаночными. Дальше по кругу вяжем все лицевыми петлями. Я провяжу 6 рядов лицевыми. С 7-го ряда внутренняя часть это у меня пойдет. Я буду вязать контрастным цветом. И на спицах на пол номера меньше. Значит, всего у меня будет 14 рядов. Довяжу до конца. Опять же, замерю ее в сантиметрах. Сейчас провяжем желаемую высоту. И потом ее примонтируем. Все. Далее внутреннюю часть я провязываю контрастным цветом. Все, вяжу далее все белым. Так вот, вяжем. Закончила я делать обвязку. Теперь выворачиваю наизнанку. Сколько у меня по высоте получилось? 3,5 сантиметра, да? Даже меньше чуть-чуть. Чуть-чуть меньше. Выворачиваем наизнанку, все разравниваем, вот это вот, что мы связали, выравниваем вот так, чтобы эти все петельки не перекосило ничего, чтобы это все ровненько легло. Теперь я уже провязала половину, но смысл тот же. 1 петелька у нас на спице первую, вторую снимаю, и вот первый наборный ряд у нас поперечные такие вот изнаночные петельки проходят.
под каждую петельку ввожу крючок, вот подхватываю, вытягиваю ниточку и соединяю. Так, по одной соединю все петельки. Опять вот она. Первый наборный ряд у нас здесь проходит. Поднимаем, протянули, соединили. Впереди эти петельки, которые мы провязывали изнаночными лицевыми, 6 петель, точно так же с изнаночной стороны, точно так же за перепонки вот эти вот изнаночные поднимаем и примонтируем это все дело, спрячем хвостики вовнутрь, и все, тапочек готов. Значит, вот что у меня осталось, вся тапочка с этого, у меня было 100 грамм основного цвета, осталось 30 грамм. Только что взвесила, пошла. Так что расход ниток хороший. Так, если посчитать, 3 мотка, смотря какой размер, хватит на 4 пары. Подняли. И еще раз опять. Видно? Вот они поперечные, вот изнаночная. 1, 2, 3. Такая вот строчка изнаночная проходит. Просто тут может быть не очень хорошо видно. И протянули. Все. Примонтируем вот так вот. Вот это вот все дело разровняем. Все. Это у меня такая вот изнанка. Вот такая подошва. Потом вывернем, что у нас здесь получится. Вот так укладывается эта беечка, смотрите. Так вот. Все, девочки, на сегодня все. Всем спасибо за просмотры. Всем легких петелек, здоровья и добра. До новых встреч. Пока-пока.